Что ж, ребятки, двигаемся с вами дальше. И сегодня у нас по плану категории. Мы будем создавать, удалять и редактировать категории. Переходим в категории, в модуль в первую очередь. Так, еще раз я посмотрю Entity. Так, тут мы заполнили. Хорошо. Идем в модуль. И тут нам нужно подключить, как мы уже делали, импортировать TypeORM и подключить модельку категорий. То есть мы импортируем. И конкретно TypeORM модуль for feature. И здесь мы сюда импортируем категории entity. Вот таким образом. Дальше мы, наверное, давайте пойдем напишем все сервисы. Сервисы. Давайте сервисы. А потом... Нет, детёшку сначала. Так, и давайте, что у нас у категории будет? У категории будет title, типа string. Это будет поле у нас обязательное, поэтому можем сделать здесь, допустим, что это is not empty, то есть это поле не пустое, как проверка. И можем добавить там user, например, сделать его необязательным и сказать, что тип у него будет user на основе user entity. Не знаю, понадобится нам это вообще или нет, но пока пускай будет так. И мы можем его также само пометить, что он is optional, то есть он не обязателен, пользователь в категории. Окей, есть. Create DTO готово. Идем в сервисы и будем писать все сервисы по порядочку. Первый сервис create. Первый сервис у нас create. Но, конечно же, нам сперва нужно сюда заинжектить репозиторий. То есть мы должны создать переменную через конструктор. Мы в конструктор помещаем, давайте, private read-only, и это будет категория repository, вроде без ошибок, и тип у него будет репозиторий. И конкретно это мы говорим, что мы будем работать с категорией. Вот так. Так, где-то пошла ошибка, где-то ошибся, наверное. Категория entity. Репозиторий TypeORM. TypeORM. Категория. Ну да, конечно. Так это не пойдет. Нам же сперва нужно еще заинжектить сам этот репозиторий. Ну да, заинжектить сам репозиторий, поэтому перед этим, я это пока вырежу, скажу, что inject репозиторий, мы сюда помещаем категории. Вот так. Мы сначала его инжектим, а потом уже создаем на основе него переменную категорию репозиторий и уже с ним работаем. При помощи него уже связываемся с TypeORM и делаем то, что нам нужно. Окей. Что же нам тут нужно? Ну, в Create нам помимо того, что мы... Сейчас скажу. Мы передаем сюда ТОшку, которая у нас есть, да, там title, user. Я бы еще сюда дополнительно передавал бы ID-шник, то есть через запятую вот так ID типа number. Для того, чтобы мы могли находить юзера. Ну, я сейчас покажу для чего. Смотрите, мы когда создаем категорию, мы хотим убедиться, что эта категория еще не используется. То есть нам нет смысла создавать там 5 одинаковых категорий. Поэтому нам нужно убедиться, что у нас такой категории нет, тогда мы можем создавать ее. То есть, этот ID-шник нужен как раз для того, чтобы мы у конкретного юзера это все просматривали, то есть у себя. Поэтому мы говорим, что, во-первых, да, это же работа с базой, мы делаем async. И дальше мы говорим, что давай-ка const, допустим, is exist, это будет await, this, категория репозиторий. И давайте какой-нибудь другой метод, например, find by. Есть такой метод find by. Мы говорим, что мы хотим искать, где у юзера
его поле ID равно айдишнику, который мы передали. Да, то есть мы будем... айдишнику, который мы передали. Но поскольку у нас ключ и значение совпадает, мы можем просто оставить одно. Вот так. То есть. И также title равен create категории DTO title. И дальше мы хотим убедиться, что если is exist и у него есть какая-то длина, потому что нам будет возвращать этот метод массив, то мы просто выбросим ошибку throw new какой-нибудь bad request давайте, bad request exception, и здесь category already exist. То есть мы говорим, что если мы вот по такому критерию находим, да, тут основной это title, если мы находим уже категорию в базе данных с заголовком, которую мы сейчас снова передаем, то значит такая категория уже существует, и нам нет смысла ее создавать снова, потому что зачем нам несколько одинаковых категорий. Поэтому у нас будет только одна. А в противном случае можем сделать const new категории. Разные варианты есть. Ну, давайте так. В которой title будет это объект, в которой title будет create категория DTO title, а user будет с айдишником. То есть айдишник, который мы передадим. То есть мы же уже знаем, что если у нас есть тут user, у него есть какой-то ID, и мы просто этого юзера сюда припишем. Окей. И мы можем делать return не вот этот вот текст, а await this категория repository save и поместить сюда new категорию. Вот так. И в принципе на этом все. Еще раз, что мы тут сделали? Мы проверили при создании, что, допустим, мы там передаем заголовок категории, и мы проверяем, что есть ли в базе данных у этого юзера уже категория с таким же заголовком. Если она есть, тогда мы говорим, что категория уже используется, и нам нет смысла создавать ее снова. Если нету, то мы создаем новую категорию, в которой есть title, и присваиваем юзеру айдишник того юзера, которому эта категория принадлежит. И возвращаем уже this категории save, то есть мы тут сохраняем просто уже и записываем, делаем запись в базу данных. Окей. Смотрите, у нас сейчас приложение ругается на то, что мы передаем только один аргумент. Вот написано, что ожидается два аргумента, но передали один. То есть мы в сервисе ждем DTO-шку и ID-шник отдельно, а тут мы просто передаем в контроллере только DTO-шку. Чтобы передать сюда ID-шник, мы его достанем из реквеста. Мы его достанем из реквеста. И тут будет просто request, без типа. И откуда вообще это что-то будет браться? Во-первых, нам нужно сюда также добавить GVT-auth модуль. Мы говорим, что use guards, и тут GVT-auth guard. Таким образом, мы тогда будем иметь вот тут в реквесте юзера, потому что мы это с вами делали, и давайте проверим, как это будет. Мы сейчас делаем логин, то есть я делаю логин. Вот у нас есть токен. Какой там у нас был route, я забыл. Сейчас в auth посмотрим. Контроллер, профайл. Да, мы вот тут возвращаем request юзера как раз через профайл. Если я сейчас сделаю вот тут auth profile, добавлю валидный токен, нажму send, и мы получаем в ответе, то есть это будет как раз таки в реквесте у нас записано ID-шник и email. И вот этот ID-шник я сейчас хочу вытащить. То есть я вот тут в категории контроллера скажу, что из реквеста мы должны сюда передать вторым аргументом, вот тут через запятую, ID-шник типа number. Поэтому мы сразу можем взять вот так вот request, там есть user, и у него есть поле, только что мы видели, ID. Да, вот у него есть ID. И чтобы это точно было number, можем поставить так вот плюсик, перевести это, то есть просто в число. Вот так. И по идее это уже должно работать, наверное, если мы ничего не забыли. Если мы ничего не забыли, тогда давайте мы перейдем и создадим новую папку. Так, new folder, это будет категория. Сюда мы создадим HTTP request URL. Есть.
Дальше categories. По-моему, так у нас, да? А, не, категории. Вот так, категории. Блин, по-хорошему было бы тут делать категории. Давайте мы сделаем не вот так, а categories. Вот так. Categories. Вот так. Все, и мы говорим, что у нас тут пост-запрос. То есть нам нужно сразу вот так вот. Пост. Сюда его. Давайте это у нас будет create. Мы говорим, что это пост-запрос на категории. У нас там должны быть какие-то данные. Конкретно у нас там title, вот так вот body, бинарный, JSON. И у нас там четко есть несколько полей. Во-первых, title. И мы скажем, что title у нас будет, ну давайте, salary. Вот так вот. И также нам для удобства я бы передавал, или хотя я не буду передавать, вот так вот, title, salary. Теперь нам нужно, конечно же, еще раз взять токен, идти в create, и нам нужно передать bearer токен, добавляем и нажимаем send. Мы видим, что у нас есть категория salary, то есть 201 created, у нас категория создалась, title salary, user ID 1, то есть мы принадлежим юзеру с ID-шником 1, и ID-шник именно категории тоже 1. Давайте попробуем еще раз создать то же самое с тем же заголовком. Я нажимаю send, и мне говорят, что this category already exists. Только ошибка неправильная. Already. Вот так вот. И таким образом мы не сможем создать такую же категорию. Но если мы сделаем salary 2, нажимаем send, то она создается. И давайте мы теперь, вот тут я все-таки проверю, так, в категории. И мы видим, что у нас тут есть категория ID, title и user ID, которому эта категория принадлежит. Отлично, с этим мы справились, двигаемся дальше. Следующее у нас будет... Что у нас будет следующее? Find all. Нужно ли нам find all? Я думаю, да. Find all у нас будет тоже вот так вот. Async. Мы будем принимать ID типа number. И что-то тут делать. Мы можем находить сразу просто все категории. Мы говорим, что сразу можем делать return. То есть мы сразу можем делать return. Await. This. Категория репозиторий. И find. Но мы же не хотим здесь выводить вообще все абсолютно категории, которые у нас есть, потому что мы сейчас работаем с личным кабинетом, и нам нужны только те категории, которые принадлежат именно нам. Поэтому мы говорим, что where user и будем искать по ID. И также нам на будущее потребуется такое поле, как relations, transactions, true. То есть вот это вот говорит о том, что ты, пожалуйста, к этим категориям, которые вот ты нашел, да, которые подходят, ты также подхвати и транзакции, которые относятся к этим категориям. Пока что у нас они не созданы, но потом они будут. Поэтому он сразу достанет и категории, и те транзакции, которые ему принадлежат, тоже там будет отображаться. Мы с вами это, в принципе, увидим. Окей, теперь опять, что это за number, где нам его взять? То же самое. Категории... Кстати, я тут забыл. Use pipes. New validation pipe. Да, то есть надо не забывать это добавлять. Мы же там DTO-шку валидировали, поэтому это тоже надо. Так, в принципе, нам это все тоже здесь надо. Или find нам не надо, нам нужен только use var тут вот такой. Окей, находим все, find all. Нам сюда нужно передать ID-шник. Мы там ожидаем ID-шник, поэтому мы говорим, что тоже то же самое. То есть мы берем request из Nest.js common и передаем сюда то же самое, как мы и передавали. Ставим плюсик, request, user ID. Вот так. И теперь давайте мы продублируем запрос. То есть у нас есть пост запрос на этот адрес. Но теперь я хочу сделать duplicate.
сказать find all. И здесь нам никакую дату передавать не надо, потому что мы, еще раз, потому что мы будем брать из реквеста, то есть мы, грубо говоря, тут вытащим опять из токена наш айдишник, и по этому айдишнику уже найдем пользователя. Давайте. Категории. Нажимаем вот так, это get запрос. Нажимаем send. И мы видим, что у нас тут две категории. Salary 2 и Salary. И также массив транзакций, которые у нас вскоре будут заполнены, когда мы создадим модуль для транзакций. А так мы видим, что в принципе это все работает. И круто, круто. Можем двигаться дальше. И давайте дальше мы с вами сделаем... Так, что у нас тут дальше? Find one. Find one. Сразу же тоже use guards. Здесь мы уже видим такой параметр, как ID через двоеточие. Это говорит о том, что у нас будет там адрес, там, сейчас я скажу. Ну, то есть у нас там будет какой-то там localhost, там 3001. Дальше будет categories. И вот это двоеточие говорит, что следующим параметром будет ID. Вот, и из параметров ты достанешь этот ID-шник, да, из адресной строки, и будешь его использовать. Сразу тут уже видно, что из параметров мы достаем ID типа string. И тут его переводим в number, потому что мы там будем работать с number. И дальше идем в сервис. И find one, тут сразу ID типа number. Отлично. И пишем этот сервис. Чтобы нам find one найти, я предлагаю пойти следующим путем. Const is exist равно await. Вот эту, по-хорошему, вот эту вот функцию, которую мы там пишем, проверку, можно было бы вынести в какой-то отдельный сервис, вот тут ниже, на проверку, существует или не существует, и просто вызывать этот метод уже внутри этого метода. Но я это делать не буду, и так очень сложный этот материал. И еще усложнять на таких мелочах тоже не сильно хочется, поэтому я оставил это все так. Окей, await this категория репозиторий, мы тут будем искать один. Нам же нужен один элемент. И параметры. Where. А мы будем искать по ID-шнику. То есть мы сразу будем категорию искать по ID-шнику, который мы передадим, возьмем из адресной строки. Во-первых, async. По ID-шнику. Во-вторых, мы включим relations и user, скажем, true. То есть, чтобы на этих категориях нам сразу подтягивало юзера. Потребуется, не потребуется, еще не знаю. Не помню, как у меня там было. Но на всякий случай пускай будет. Все. И дальше опять проверочка. Если is exist, то есть если нету такой категории, тогда мы сделаем throw not found exception, то есть ошибку выведем, и скажем категории not found. Забыл слово new. Вот так. А если все ок, то return это же is exist. То есть эту же категорию. Так, return. Хотя можем сделать так вот. Категория. Если нет категории, ошибка. А если есть, то возвращаем эту категорию. И этот return нам уже не нужен. По идее, наверное, все. По идее, наверное, все. Давайте проверим. Find all, duplicate, find one. Нажимаем create. И теперь еще раз смотрим, как у нас там маршрут. У нас там categories /id. То есть мы говорим categories. Давайте получим все еще раз. У нас есть ID-шник 2 и ID-шник 1. То есть одну из этих категорий мы можем уже найти. Значит, мы делаем слэш и ставим ID-шник 1. Нажимаем send. И мы нашли эту категорию, включили вот юзера, которому она принадлежит. Также транзакции можно туда подключить, кстати. Сюда users true, transactions тоже вот так вот true. Сохраним. Еще раз. Send. Тут будут транзакции, которые, видите, юзер классно потянулся. Первый ID-шник, email его потянулся, пароль. Кстати, надо, это можно убрать. Это сейчас не буду этим заниматься, потом, если не забуду, то я это тоже уберу отсюда, потому что это лишняя информация, и зачем это на фронте хранить, если можно не хранить.
Вот так. Ну, то, что оно так приходит, в принципе, тоже нет ничего плохого, потому что он зашифрован, и тут его просто так не расшифруешь. Поэтому то, что он есть, это, конечно, не очень хорошо, но все равно это, в принципе, это безопасно, насколько это может быть. Ничего, конечно, в этом мире не безопасно, но насколько это можно быть, это безопасно. Окей, давайте вторую категорию, у нас же существует вторая. Нашли вторую, видите, salary 2. А если попробуем тут третью? Нажимаем send, и нам пишут, что категория not found. То есть такой категории нет, в принципе, это у нас работает. Отлично. Дальше у нас что будет? Так, find all. Давайте категории. Так, а ну. Притир. Use tabs. Скажу, что true. Find one. Сделали. Теперь update. Теперь нам нужно сделать update. Тут уже интересней. Тут просто такая фишка. Ладно, это будет в конце. Давайте пока двигаться так, как есть. А в конце мы немножко отрефакторим, потому что есть одна идея. Так, патч. Мы тут принимаем ID-шник из параметра. Также, в принципе, нам нужен useGuard. Мы должны быть залогинены. Body, update категория DTO. Во-первых, у нас update категория DTO. В принципе, нормально. Есть. Ну, тут все. Тут нормально все. Тут все как стандартное было, так и есть. Тут подходит. Теперь можно идти в сервис. Потому что логику-то мы пишем вот тут. И вот в сервисе мы уже сейчас будем тут делать вещи. Что нам тут нужно сделать в первую очередь? Конечно же, мы говорим, что это async. Вот так. Дальше мы должны найти эту категорию, да, которую мы хотим изменять. Const is exist. Или давайте будет здесь категория. Мы же категорию ищем. Await this. Категория репозиторий. Find one подходит. И мы говорим, что мы будем искать where ID. Да, мы же помним, да, что это за запись. То есть мы говорим, что мы хотим найти один элемент, у которого, этим словом where, ID-шник равен ID. То есть ID категории равен тому ID-шнику, который мы тебе сейчас передаем в функцию update. Да, когда у нас ключи и значения одинаковые, мы можем просто ставить одно значение, вот так вот и все. И relations, не знаю, потребуется или не потребуется. Ну давайте. User true. Хотя, наверное, не потребуется. Давайте. Зачем нам тут знать о юзере что-то, если мы просто обновим из... Ну, короче, там тут не нужно это. Дальше. Если нет категорий, то тогда throw not found new not found exception. И мы скажем, что категории not found. Вот так вот. А в другом случае мы говорим, что await this user категория репозиторий. Update вызываем метод. И передаем сюда ID-шник, то есть той категории, которую мы хотим обновить. И теми данными, которые мы заполним эту категорию. То есть update категория DTO переменная. Вот так. То есть, еще раз, смотрите, мы тут пытаемся найти категорию. Если мы ее не находим по такому айдишнику, то мы говорим, что категория не найдена, и давай, делай что-нибудь, пробуй что-нибудь другое. Если она найдена, мы идем дальше, мы говорим, что ты в категории репозиторий найди, пожалуйста, категорию по айдишнику, найди эту категорию, да, то есть по этому же принципу. Ты ее найди и перезапиши значение. У нас update категория DTO, она экстендится от create категории DTO, то есть и она просто делает, ну, грубо, если простыми словами, да, вот буквально, то она делает, если бы тут у нас было все поля обязательные, то она просто делает все эти поля необязательными, и вы можете тут передать, где это сервис?
Да, грубо говоря, да, это грубо. Это не совсем может быть корректно с точки зрения теории, но по факту она говорит, что если там были все поля обязательными, то сейчас оно перевернет те все поля, сделает их необязательными и обновит только то, которое нам нужно. То есть, допустим, если у нас там есть там какой-нибудь пользователь, у него есть там куча полей, да, там при создании, вы там имя пишете, почту, пароль, там куча всех этих полей у вас есть. А когда вы обновляете, вы же не хотите сразу обновлять все поля. Вы хотите какое-то конкретное поле. Вот для этого типа создали отдельную DTO-шку, которая, да, опять-таки, по-простому переводит обязательные поля в необязательные и просто обновляет то, что вам уже, в принципе, только то, что вы передаете. Вот так вот сказать. Так будет правильнее, наверное. Окей. Ну и все. Ну и все. Давайте теперь это проверять. Давайте теперь это проверять. И нужно подумать, как мы это будем проверять. Так. Нам лучше, наверное, вот это. Duplicate. И это будет update. Вот так. Сразу меняем на patch. Категории S. И по айдишнику 1. Я скажу, что у нас, да, мы помним, да, что по айдишникам 1 у нас title salary. Но сейчас я хочу изменить title на, допустим, gift. Нажимаю send, и нам какой-то ответ пришел. Ну, мы что-то ответ просто не возвращаем, поэтому мы ничего не видим. Если мы сейчас нажмем find all, нажму send, и мы видим, что у айдишника 1 title стал gift. То есть он поменялся. Ну, а понятно, что если мы будем изменять там айдишник 5 в категории, которая у нас не существует, нажимаю send, ну, категории not found. То есть все отлично отработало. Здорово, 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 здорово. Поехали дальше. Едем дальше, и у нас там что осталось? Так, а где delete? Почему тут delete нету? Create, find all. Так, где у нас? Find one. Update. А, вот, remove. Есть remove, я не заметил просто. Окей, давайте начнем с контроллера. Delete у нас будет... Мы удаляем по айдишнику. Guard тоже, в принципе, нужен. Вот так. Кстати, не имеет значения, где вы напишете этот guard. Вот тут или вот тут. Он все равно отработает так, как надо. То есть сначала там метод, а потом guard, или сначала guard, потом метод. Он все равно отработает. Ну да, здесь все так оставляем. То есть мы будем по парамсам. То есть вот такой же смысл, как патч, у нас будет тоже на метод delete. Мы будем находить по этому айдишнику и удалять его. Окей, тут ок. Давайте теперь в сервисе. Что у нас тут в сервисе? Мы принимаем айдишник типа number, и нам нужно что-то там найти. Давайте, во-первых, да, это же сразу async. И что мы тут будем искать? Ну, как всегда, наверное, const. Давайте, категории равно await this, категория репозиторий. Мы будем искать find one. Find one. Вот так. И как мы будем искать? Ну, опять по айдишнику, наверное, да? Where ID. Да и все, нам больше ничего не надо. И если, вот так вот, если нет категории, тогда throw new not found exceptions и категории not found. А в противном случае мы будем делать return вот так вот, await this, категория репозиторий, и тут нам нужен метод delete. Delete же или remove? Delete. И сюда мы передаем айдишник, тот, который мы заранее с вами, да, уже получали. То есть из парамсов. Теперь давайте мы это протестируем. Мы пойдем сюда. И этот update мы сделаем duplicate. Это будет remove.
И здесь у нас будет... Тут нам ничего не надо. GVT Guard подцепили? Да, GVT Guard подцепили. Тогда давайте мы хотим удалить, это будет delete запрос. Мы хотим удалить пятую категорию. Нажимаю send, пишу, что категория not found. У нас нет категории с пятым айдишником. А если мы удалим вторую категорию, нажмем send, мы ничего не возвращаем здесь, потому что мы просто сразу удаляем. То есть мы тут не видим разницы. Это не суть. Если мы сейчас получим все, нажмем send, мы видим, что вторая категория удалилась, у нас осталась только первая. В базе данных то же самое, соответственно. Да? Сейчас две категории, я сейчас обновлю, осталась одна. То есть все отлично работает, и мы делаем все так, как нам в принципе и нужно. Так и с категориями вроде все. С категориями вроде все, ребятки. Да, с категориями все. Дальше следующая тема урока у нас будет транзакции. Напоминаю, для тех, кто хочет получить готовый код, он будет на Патреоне. Все, до новых встреч в новом ролике. Пока-пока.